Все о самом простом, бюджетном и экологичном материале для творчества. Опускаем бумагу в теплую воду. Можно также измельчить руками. Вы можете взять любую бумагу. Я делаю из офисной резаной бумаги. Когда бумага превратится в кашу, отжимаем. Добавляем клей ПВА. Можно добавить обойный клей. У вас нет вообще клея? Сварите клейстер. На 1 часть муки 3 части воды тщательно перемешать, поставить на огонь, непрерывно помешивая, и довести до кипения. Картон от яичных лотков залейте кипятком на 1-2 часа. Масса папье-маше может храниться очень долго в закрытом контейнере. Сколько положить клея или клейстера, точного рецепта нет. Масса должна быть клейкой на ощупь. А это бумажная глина, паперклей. У меня марки Jovi. Она сильно отличается от папье-маше по консистенции и действительно похожа на глину. Ее также можно сделать самостоятельно. На YouTube очень много есть рецептов. В описании я оставлю ссылку на очень хороший. А эта техника папье-маше называется маширование. Кусочки бумаги выкладываем внахлёст внутри или снаружи формы, примерно 8 слоев. Втулка от туалетной бумаги и картон – самый простой каркас. От размокания защищаем скотчем. Покрываем основу тонким слоем массы папье-маше. Затем лепим детали. Ссылки на подробные мастер-классы, использованные в этом ролике, вы найдете в описании под видео. На каждом этапе работы разглаживаем поверхность слегка смоченными пальцами. Когда заготовка полностью высохнет, окрашиваем любыми красками. У меня акриловые. Покрываем акриловым лаком. Каркас этих забавных котов – пластиковые бутылки. Основа головы – кусочек фольги. У этой более сложной фигурки точно такой же каркас – бутылка и фольга. Для тонких деталей используем проволоку, любую, какая есть. Один из вариантов обработки проволоки. Здесь обматываем проволоку скотчем. Затем наклеиваем полоски газеты. После высыхания можно добавить тонкий слой папье-маше. Тонкие детали из проволоки также можно завернуть в фольгу. Для построения каркаса используем подходящие по форме и размеру пластиковые или стеклянные бутылочки, баночки, картон от упаковок, проволоку, фольгу, все, что найдется дома.
каркас из пенопластовых шариков и шпажек. Из пенопласта и палочек для суши. Основой для фигурки или декоративного яйца может стать яичная скорлупа. А вот вам самый простой и доступный каркас – скомканная газета. Комок должен быть очень-очень плотным. Внутри этих котиков только комки из газеты. А здесь комок газеты, гофрокартон и проволока. При помощи газетных комков можно также наращивать объем при построении каркаса. Полый каркас для копилки из тонкого картона. Склеиваем две половинки кусочками газеты. Внутрь что-то сыпучее, можно опилки. Покрываем каркас папье-маше, и когда высохнет, использование гофрокартона и коробок из него. Комбинация нескольких коробок. Берем любую форму. Чтобы было легко снять с формы, плотно оборачиваем фольгой. Когда полностью высохнет, разрезаем пополам и убираем шов. Также можно сделать бескаркасную фигурку. Формой может послужить стаканчик или картонный конус. В этой вазе я соединила слепки с разных форм. Для основы использую пластиковую бутылочку. Заготовки из папье-маше декорируем нашим любимым декупаж. И эта тарелка в той же технике. Профессиональные работы обычно шпаклюют и потом долго шлифуют. Покрываем заготовку очень тонким слоем самозатвердевающей массы для лепки. Сухую заготовку слегка смачиваем водой. И еще один очень простой способ – тонкая папиросная бумага. И здесь тоже и лаковое покрытие, конечно. Фигурки из папье-маше
можно оставлять на открытом воздухе. Раствор: вода, клей ПВА и цемент. У меня белый, можно серый. Цемент и 2-3 слоя лака надежно защитят папье-маше. Не только из шпаклевки или текстурной пасты можно создать фактурные поверхности. Это можно сделать из бумаги. Папье-маше также может работать с молдами. Положите форму с массой в морозилку на 5 минут. Из папье-маше можно не только лепить фигурки, делать разные вазочки, тарелки и тому подобное, а также можно создавать барельефные картины панно. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.